Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 27 июля по 2 августа. Давайте посмотрим, что Овнов ожидает, какие карты сегодня в нашем раскладе, соответственно, у вас выпадут. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень и очень вам признательна за такую вашу активность. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших Овнов на следующей неделе, какие карты интересные выпадут у вас. Я еще немножечко перетасую колоду и посмотрим. Овны. Неделя с 27 июля, соответственно, по 2 августа. Понедельник, вторник, такой интересный переход, да, у вас? Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Интересно, начало недели, карта туза пентаклей. Карта чувства такой независимости, процветания, которое у вас может быть какие-то достижения важные есть, за которые вы себя хвалите или окружающие вас хвалят. То есть как будто бы очень удачный день, хороший, наполненный, позитивный день такой независимости и уверенности в завтрашнем дне и стабильности, которая у вас есть. Но при этом карта пятерка пентаклей показывает, что здесь вы можете столкнуться с какими-то потерями или неприятностями во вторник. Можете написать, что здесь у вас происходит. Мне будет очень интересно, почему здесь такой переход от успешной финансовой карты вдруг к пятерке пентаклей. То есть пониманию, что не все так успешно, да, что что-то вот не ладится, и может быть здесь какие-то есть расходы дополнительные, которые не входили в ваши планы, и как будто бы теряется почва под ногами. По пятерке пентаклей также может быть не только финансовая составляющая задействована, а еще и ваше чувство собственного достоинства, там, не знаю, вашей гордости или вашей ценности, самоценности, да, когда есть ощущение, что кто-то не ценит вами, пренебрегают, к примеру, да, или вас не ценят и как будто бы оставляют за закрытой дверью. Может быть, вы остались без внимания в этот день, и дело вообще не в деньгах, но в любом случае будет интересно, напишите, что здесь у вас происходит. Карта туза кубков, следующая на среду, она показывает в целом очень хорошее тоже событие, скорее всего, такая, знаете, позитивная какая-то ситуация, радостная для вас, оптимистичная, наполняющая вас радостными эмоциями, вдохновляющая, потому что это позитивное начинание. Может быть, для кого-то влюбленность, кто одинокий. Здесь может быть возможность встретить такого человека, в которого вы влюбитесь. Для кого-то здесь важные события, которые захочется запомнить, или какие-то важные открытия жизненные, которые вы делаете, которые наполняют вас эмоционально. И карта десятка жезлов, которая тем не менее выпадает в четверг, она говорит нам о том, что вы можете проявлять в чем-то решительность и настойчивость, смелость такую, хоть что-то дается непросто, тяжело, и может быть вы даже какой-то на себя тяжелый груз берете, но вы понимаете, что вы еще приложите немножечко усилий, и вы справитесь, что вам это все по плечу. И да, возможно, вы сталкиваетесь с тем, что мало внимания оказываете там окружающим или мало получаете от них внимания, потому что заняты этим делом, этой работой, но вы знаете, зачем вы это делаете. И карта влюбленные в пятницу, она в целом и говорит о важности для вас и необходимости выстраивания каких-то важных для вас взаимоотношений, когда вы все-таки не полностью уходите в дела и в работу, а вы понимаете, что союз с кем-то близким для вас очень существенен и важен, потому что влюбленные, она говорит о доверительных отношениях в паре, о том, что вы хотите сохранять здоровые чувства, их здоровые отношения, соответственно, с близким человеком. Но и также карта влюбленная очень часто показывает выбор, необходимость выбирать между двумя вариантами. И понимание, что этот выбор окажет влияние, окажет важное воздействие на вторую половинку, на, может быть, вашего партнера, с кем вы в отношениях или с кем вы работаете. То есть вы понимаете, что это решение, оно влияет, которое вы принимаете не только на вас, но и на другого человека. И карта королевы пентаклей, которая дальше есть, и
земной стихией является, а вы огненный знак, но вы можете по королеве Пентаклей проявлять эти качества, то есть вы можете здесь, обладая определенной суммой денег, там, да, имея определенные финансовые возможности, размышлять о том, во что вложиться, что потратить, какие вопросы сейчас решить, какие отложить на потом финансово, может быть, деньги на потом отложить, может быть, скопить на что-то. Если касаемо ведения хозяйства, какие-то здесь вопросы, то вы очень внимательны к тому, что вы, соответственно, да, тратите, опять-таки очень практично, очень приземленно размышляете по этой карте. В целом очень-очень хорошая карта. Это королева Пентаклей, да, трудолюбивая. То есть она получила эти деньги своим трудом. И она очень добрая при этом. То есть она может с кем-то делиться полученными там финансами, возможно, кто нуждается в этой помощи. При этом карта 15-го аркана, карта, которая есть в воскресенье, она говорит про общение с человеком знака Козерог, либо про какие-то ситуации, где вы будете втянуты в какую-то конфронтацию, в конфликт, кто-то будет выяснять отношения, может быть, вас это как-то заденет, либо кто-то попытается вас как будто бы как марионеткой в чем-то управлять или повлиять на вас, оказать какое-то воздействие, да, по дьяволу, сбить с пути, то есть что-то вот такое вот произвести здесь. То есть нужно быть в целом осторожнее, чтобы не столкнуться с чьим-то обманом и чьей-то ложью. И также в целом вы здесь можете не устоять перед каким-то искушением или каким-то соблазном, который будет здесь не по силу, да, просто исключить, и вы на что-то согласитесь, потом можете об этом пожалеть. Но в целом карта дьявола, кстати, может говорить о чем-то позитивном, вроде сильного влечения, страсти, которое вы можете испытывать, допустим, к человеку, с которым вы в отношениях находитесь, такая сильная связь, привязанность, которую вы, соответственно, испытываете, которая у вас имеется, и это неплохо. Вот, возможно, если речь идет о каком-то достижении результата краткосрочного, да, в краткосрочной перспективе. То есть вот хочу сегодня, допустим, там, не знаю, хочу сегодня доделать какую-то работу, которую взял на выходные. Казалось бы, да, выходной день, но вот хочу сделать, сделаю. И вот вы прям горите этим результатом, который вы хотите увидеть, да, и вы делаете, выполняете эту работу. То есть результат может быть достигнут в кратчайшие сроки, если вы прям загорелись какой-то идеей, как одержимой идеей, что-то здесь важное сделать, вы, скорее всего, этот результат получите по карте дьявола, потому что вы привязаны к этой цели. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю я завершаю. Овны, желаю вам всем всего самого наилучшего и до скорого!